очень часто этот диалог уходил с того, что мне не нравится, в то, что ему не нравится. То, что я сама не без греха. То есть насиловал не я, дисклеймер. Вот. Да. На всякий случай, то поймут не так люди. Насколько бы сложными и ебаными отношениями не были, красная линия, сексуальное насилие, не должна быть перейдена. Вот. Для девочек совет. Если вы хотите встречаться с парнем, у которого видите ред-флаги, попробуйте. Пока не пройдет мысль. Потом опять хочу с ним встречаться. Нет, ладно, пойду еще раз. Мне действительно было жалко, когда я представляла, что ему грозит тюремный срок. Я говорила, что я не хочу этого делать и вообще не хочу иметь с тобой ничего общего. Он был пьяный, он продолжал меня раздевать. Polly wants a cracker. Maybe I should get off her first. She asked me to untie her. Poly by Nirvana. Привет, с вами Наташа Ви, Юрий Ви, и это сказки для крипов. Сегодня мы поговорим о насилии к женщинам, о сексуальном насилии. С вами также, кстати, приглашенный гость, доктор Пепе. Попрошу не путать с доктором Пеппером. У него очень сомнительные... Здравствуйте! У меня очень сомнительные практики и методы. Он семейный доктор, семейный психотерапевт. Мы с ним обсуждаем вопросы. Поэтому прошу любить и жаловать. Наташа, расскажи, где, кто и когда тебя ебал? Насиловал, в смысле. Сразу. Да, насиловал. Это было больше 10 лет назад. Это было еще до того, как мы начали встречаться с Юрой. А с Юрой мы вместе 14 лет. Мне было тогда... Подожди, больше 10 лет назад, а вместе мы 14 лет. Как-то... Ты уж задавай временные промежутки. Больше 15 лет назад. Тогда. А то больше 10 лет как-то подозрительно. Да? Да, больше 15 лет назад. Это было до того, как я познакомилась с Юрой. И, то бишь насиловал не я. Дисклеймер. Вот. Да. На всякий случай, то поймут не так люди. Ну, было бы странно, если бы ты меня насиловал, мы снимали бы с тобой об этом видео сейчас. Кстати, это доказательство для суда. Там, по-моему, есть какой-то давности лет у них, нет? Да нет. Да? Ну, был же сейчас процесс судебный с Трампом. Бежим. Шучу, ладно. Там было в начале 90-х это или в середине 90-х. Ну, да. Счастьем, здоровья. Так что, да, за давностью лет, если и есть, то еще не прошло. И, наверное, резонный вопрос, а почему я так долго молчала, который может точно возникнуть, поэтому отвечу на него сразу. Говорить об этом ужасно сложно. И когда ты об этом говоришь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Да, это видео записано с хуй знает с какой попытки и уже потрачено примерно 1,5 часа. И вот. Действительно очень сложно говорить на эту тему. Тут как бы даже вот по факту. Наверное, еще год назад мне, в принципе, идея того, чтобы говорить об этом публично, была... Слишком страшная была. Да, была слишком страшная. Последние полгода, когда я поняла, что я, в принципе, так или иначе со своей травмой справилась, я понимаю, что мне помогло, что работало, а что нет, чем я сама, допустим, усугубляла свою ситуацию и делала хуже. Я подумала о том, что я могу этим делиться, и это может быть полезно тем людям, которые либо сейчас через это проходят, либо живут с последствием посттравматического расстройства, либо те люди, у которых близкие прошли через такую или подобную травму. И, возможно, даже тем, у кого есть друзья, они могут увидеть какие-то ред-флаги в поведении своих друзей и, возможно, предотвратить такую ситуацию. Потому что я вот как раз на днях смотрела статистику ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, с 2013 года, и было выяснено, что 1 из 3 женщин в мире испытывали в той или иной степени сексуальное насилие, и 85% из них знали человека, который их насиловал. То есть это был либо близкий круг,
друзей, либо семья, либо просто какие-то менее близкие знакомые. Поэтому да, я хотела бы поговорить на эту тему. Говори. Мы послушаем. Задайте вопрос. Ладно. Кто, где и когда? Что, где и когда? А кто, где и когда тебя насиловал? Когда мне было примерно 16-18 лет, у меня были отношения. Собственно, это был мой молодой человек на тот момент. И я знаю, что в нашей культуре есть такое ощущение, что когда женщина дает согласие на отношения или дает согласие на первый секс, значит, она дает согласие на все. Нет, это не так. Да, Пепе? Ты-то знаешь шаловливый, что она дает. Ладно, не будем об этом. Он просто знает грязные секретики, он же психотерапевт. Но он не будет рассказывать, потому что он профессионал. Собственно, даже до того, как начались эти отношения, я видела огромное количество red-флагов, на которые я сама решила в какой-то момент не обращать внимания. Это была огромная ошибка. Человек, с которым я начала встречаться, был влюблен в меня и до еще того, как я узнала о его существовании. Мы не были знакомы, мы учились в одном учебном заведении, но года два. В школе? Да. Года два он был в меня влюблен, и я его не знала. И это уже было для меня в тот момент огромным red-флагом. То есть я не понимала, как человек может быть влюблен в того, с кем он даже ни разу в жизни не разговаривал. То есть для меня это было, что это какая-то... что это не любовь, что это, какое-то... Obsession. Да, странное чувство. В смысле, как это по-русски obsession? Obsession. А я не знаю, кстати, как это по-русски. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Да. Страсть, может быть. Passion. Passion. Ну да, неважно, напишите в комментариях. Но в один прекрасный момент он меня очень сильно поддержал. Мне было безумно грустно, и человек смог написать мне нужные слова, чтобы мне стало легче. В тот момент я подумала, что, возможно, возможно, должна встречаться с человеком, который меня по-настоящему любит, который меня понимает, и все дела. Короче, вскружила мне голову какая-то... Помешательство. Детская влюбленность, которая... Obsession. Нет, это не был obsession. Помешательство. Он был помешан на тебе. Он был на мне помешан, да. Можешь не писать в комментариях. И да, я в какой-то момент подумала, почему бы и нет, почему бы не встречаться, почему бы и не попробовать. Была огромная ошибка, потому что через месяц я поняла, что нет, я не зря не хотела с ним встречаться, и этот человек мне не нравится. Просто, на какой-то момент у меня немного помутнилось сознание, гормоны в голову ударили. И через месяц я попробовала с ним расстаться, но человек меня уговорил этого не делать словами, что... Уговорил, конечно. Не, в первый раз он меня действительно уговорил. То есть он говорил, что он все, что угодно сделает, чтобы быть со мной. Он готов... Например, я тебя выебу. Изнасилую тебя, чтобы ты была со мной, да? Так, Пепе, давайте прилично себя ведите. Вы не очень сейчас себя профессионально ведете. Сдерживайтесь. Так вот, в тот момент он уговорил меня не расставаться, и после этого возникало огромное количество ситуаций, когда я пыталась с ним расстаться, потому что мое нежелание с ним встречаться никуда не проходило. И появлялось снова и снова. И дальше он уговаривал меня более жестко. И провстречались мы, на самом деле, больше 2 лет. Из них, 2 года, как минимум, я не хотела быть в этих отношениях. Мы иногда расставались, иногда у меня хватало решимости, чтобы закончить эти отношения, но потом они начинались снова и снова. И я помню, что когда... Что он тебе говорил? Типа, мы с тобой расстаемся. Нет, мы с тобой не расстаемся. Тварь. Или что? Или мы расстанемся, когда я тебе скажу, мы расстанемся. А ты такая, окей, но мы с тобой больше не встречаемся. И он подходит и такой, бац, тебе, хоп, руки в трусы засовывать посреди урока. Или что? Нет. А почему тогда ты с ним продолжала встречаться? Что он мне говорил? Да расскажи, например, он тебе говорит, ты ему говоришь, мы с тобой больше не встречаемся, ты меня заебал. Да. А он такой говорит, нет. А ты ему такая, ответ. Или что?
И потом, как вы оставались вместе, расскажи. Что он мне говорил? Ну, прям конкретные фразы я сейчас не вспомню. Ну, придумай что-нибудь правдоподобное, что близко было к истине. Нет, я не хочу ничего придумывать. Не, ну типа ты можешь предположить, сделать предположение, научное предположение. Нет, я могу рассказать, как есть, то, что я помню. Ну тогда расскажи, как есть. Я помню, что... Да, поначалу он просто меня уговаривал, говоря, что он все сделает. Ну, мы это уже прошли. То есть ты уже сказал... Может, ты перестанешь меня перебивать? Ублюдок! Заткнись, понял? Она говорит, слышал про правила новой волны? Один человек говорит, сначала она, потом ты. Петух. Извините. Сначала он уговаривал меня, просто говоря, что он готов все, что угодно сделать, лишь бы быть со мной. Он готов вести себя так, как мне этого хочется, дарить мне подарки, там, все, что угодно делать. И это на самом деле тоже был огромный red flag. То есть это вот показывало, что этот человек действительно obsessed, как это переводится? Помешан, да, на мне. Ну, поначалу меня это могло убедить. После этого, когда это уже перестало срабатывать, он мог просто не уходить. Допустим... В смысле не уходить? Он меня сталкерил в какие-то моменты. Ну, это классика. То есть он, допустим, ждал меня после учебы, ну, сначала в школе, потом в институте. Я тебе даже больше скажу, сталкерил тебя до того, как вы стали встречаться, потому что он 2 года типа на тебе помешан был. Ну, этого я не знаю, но возможно. Стопудово. Как еще может быть помешанным и не сталкерить? Ну, в смысле, он видел меня, Ну, и смотрел наверное. с тобой, там ходил, что ты там делаешь издалека. И такой... Извини. То есть он там догонял меня после института, хватал меня за руки, говорил, что пока ты со мной не поговоришь, я не уйду. Удерживал меня. Ну, ты с ним говорила наверняка. Ну, я с ним говорила, я иногда пыталась вырваться, но если у меня вырваться не получалось, он хватал меня сильнее, оставались синяки. Ну, то есть ты не хотела с ним разговаривать? Я не хотела с ним разговаривать. А какой смысл, если он хотел, чтобы ты с ним поговорил? У тебя есть человек тогда был, который ебанутый. Он хочет, чтобы ты с ним поговорила. Да. Говорит, хотя бы поговори со мной. Ты Да. говоришь, нет, мы с тобой расстались, я не буду с тобой разговаривать. Да. Но тебе хватает проявлять насилие. Да. Ты думаешь, если ты не поговоришь, он тебе что-то хуже сделает? Или что ли? Ты просто не хотела с ним разговаривать ни в какую, типа, оставь меня в покое, это типа переход личной границы и все. Ну, во-первых, бывало и такое. Поделись с нами, поделись. Да, то есть я действительно там в какой-то момент, ну, у меня характер такой, что если мне чего-то не хочется делать, я буду сопротивляться. Вот, это уже близко к истине. И как бы пока я чувствую, что у меня есть шанс этому сопротивляться, я буду сопротивляться. Когда я понимаю, что мои сопротивления ни на что не влияют, тогда, да, Ну я соглашусь с ним поговорить. Классическая идеальная жертва для изнасилования. Она кричит громко «нет», она вырывается, что еще больше раззадоривает насильника. Наташа, ты прям плейбук. Это как идеальная жертва насильника. Получается. Наверное. Ну да. Чем дольше и громче ты повторяешь слово «нет», тем сильнее стоит член, по сути. Господи. Да. Потом я помню, что там, я не знаю, он приезжал к мне домой. У меня родители уезжали на выходные. И, допустим, если я не хотела с ним разговаривать, он мог просто сидеть все выходные под дверью и ждать. И да, то есть я просто, по сути, была закрыта у себя дома на выходные, потому что я знала, что он там сидит. Я не знаю, ночевал ли он под дверью, я не помню точно, но у меня было ощущение, там еще было, знаешь, на лестничной клетке было кресло, на котором он сидел. Ну, я знаю, я на нем ночевал. Которое не видно, если ты смотришь из двери, поэтому я, допустим, я не могу проверить, там он или нет, и я просто боялась выйти из дома. Ну, как антилопа какая-нибудь. Загнанная в угол. Ну да. Что еще было? Еще довольно часто на самом деле бывало, что мы начинали ругаться, и я пыталась с ним расстаться, когда я была нетрезвая. Потому что если в трезвом состоянии я могла там, допустим, задвигать свои чувства и эмоции на задний план и как-то там с этим сосуществовать, то когда я напивалась, допустим, мне хотелось это решить здесь и сейчас, я пыталась там, допустим, с ним расстаться, при этом я по-нормальному не соображала, он по-нормальному не соображал, и там мы начинали драться, допустим. Драться? Да. Расскажи поподробнее. Драться?
Ну, что Как рассказывать? подростковые драки, типа там, слышь, ты, я тебе сейчас въебу, или серьезные какие-то вещи? Мужчина и женщина дерутся, подростки. Наверное, начиналось все с того, что он опять начинал меня хватать за руки, зажимать меня в углу, меня удерживать, чтобы я с ним поговорила. После этого я там начинала вырываться, и если я пьяная, я могла там, тоже его ударить. А если я его била... Так тоже это значит, он первый ударил? Так кто первый бил? Не, он меня держал сильно. Ага. Он меня держал и зажимал в углу. Угу. В ответ я могла его ударить, а в ответ на это он меня уже бил, и несколько раз он меня бил по лицу. Еще он мог, допустим, на меня навалиться и таким образом меня удерживать. Какие здоровые отношения. Да, Ну-ка, расскажи очень еще здоровые что-нибудь. отношения. Хорошо, вот он тебе навалился, поговори со мной, а ты говоришь, нет, я говорить не буду, встань с меня. То есть ты кричал на него, брыкалась, пока он тебя не отпускал, ты вообще не пыталась с ним разговаривать. Я понимаю, что в твоем характере, я человек, который проходил через это, Наташа, если не хочет разговаривать, ее можно изнасиловать, как делал ее бывший парень, чтобы с ней поговорить, но даже и это не помогало. Нет, не совсем так. То есть, я брыкалась до какой-то степени, пока я не выдыхалась. А он был очень терпеливым. И это как любой жертва, как любой хищник, он очень терпеливый. В охоте главное терпение или в рыбалке. Да. Вот. Ты не скажи, ты с ним хоть поговорила? Вот он говорит, лежи тут. Я с ним разговаривала каждый раз, потому что он и к чему был... И расскажи, вот вопрос-то был, вот ты с ним разговаривала, а что он хотел с тобой поговорить? Вот говорит, хорошо, ты закончил, вытаскивай член, разговариваем. О чем вы разговаривали? Член Это был шутка другой была. случай. Так, Завали ебало, понял нахуй? Без членов тут. говори. Слушай, я не могу тебе сейчас точно сказать, что он конкретно говорил, я этого не помню. Так это очень важно. И для тебя тогда, и в целом для этого. То есть, что хотят насильники в таком случае? Те, которые в близких отношениях, не те, которые на улице. На улице, понятно, они секса хотят. А что хотят вот эти вот люди? Здесь две разных ситуации, чтобы ты понимала. Одна ситуация, когда он просто хочет секса, и ему абсолютно насрать понятно, на да. мои чувства Да. и на мое желание или нежелание, Да. да? Это один диалог. Ага. Обычно диалога там не требуется, понимаешь? Там монолог скорее, да. Вот. А второе, это когда, допустим, я хочу с ним расстаться, а он не хочет, чтобы я с ним расставалась. Он говорит, я сделаю для тебя все, удерживая тебя на полу и навалившись. Как минимум, ты ему говоришь, как минимум, я хочу, чтобы ты слез с меня. Да. А он такой, почти все. Или что? Нет, ты знаешь, наверное, диалог в тот момент переходил в выяснение отношений. То есть тема сдвигалась с того, что я просто хочу с тобой расстаться, и все, я хочу закончить эти отношения, на вопросы типа, а что тебя не устраивает, а в чем причина, а почему и так далее. И понимаешь, чем дальше эти отношения продолжаются, тем дальше ответ меня в тебя бесит все. То есть я не хочу иметь эти отношения в принципе. Доктор Пепе хочет сказать. Теперь я понял. Получается, что этот человек не воспринимал тебя Как что-то, что может противостоять тебе. Ему противостоять. Угу. То есть, что мы имеем в виду с доктором Пепе, когда он удерживал ее, он просто, ему неинтересно было, это было не о ней, это было о нем. Как такого прекрасного человека, как он, человек может бросить. Давай я тебе покажу, какой я на самом деле классный. Ты куда пошла, блядина, сиди и слушай меня. Вот. Это смахивает на поведение маньяков. Чуть-чуть в историях всяких, о которых слышишь. То, что типа это все не про тебя, это все про меня. Тебя здесь нет, ты здесь просто объект. Объект моего вожделения, объект моего обожания, но ты не человек, по сути. Ну да. Ты животное, некое животное, которое похоже на меня, ты женщина, по сути. Женщина в каком-то недоразвитом обществе. Или в мозгу недоразвитого человека, можно сказать. Ребенок, конечно, перебью. Ребенок, конечно, дети все недоразвитые, да, но нет того факта, что куча мужчин больше 30+, когда мозг официально, с точки зрения науки, развился, ведут себя примерно так же. Вот.
Мы все. И плюс здесь, наверное, тоже, вот не считая там первых разов, когда я пыталась с ним расстаться, когда мы всего встречались месяц, там вообще сложно было достаточное количество аргументов привести. После этого очень часто этот диалог уходил с того, что мне не нравится, в то, что ему не нравится. То, что я сама не без греха, то, что я сама там к нему отношусь как-то не так и так далее. Как удачно он исключал это отношение, то, что он ее пиздил, по сути. Я же била его в ответ. То есть, да, то есть как бы... И со стороны, опять же, это все выглядело... Знаешь, когда ты с человеком пытаешься расстаться довольно долгое время и не можешь этого сделать, в этом человеке начинает раздражать все. То есть он мог сделать какую-то абсолютно невинную вещь, и у меня подгорало. Я начинала раздражаться на него просто с полпинка. Он мог сделать вот какую-то просто, я говорю, абсолютно банальную вещь, которая меня бы не разозлила. Я начинала, допустим, на него орать. И поэтому, там, допустим, со стороны наших друзей казалось, что как минимум мы друг друга стоим, а скорее это я долбанутая, а он меня так нежно любит и все это выдерживает. И скорее казалось, что он жертва, а не я. Плюс я никогда никому об этом не рассказывала. То есть мне казалось, что я должна быть сильной и совсем в своей жизни справляться сама, что было абсолютной ошибкой. А он не стеснялся. Он каждый раз, когда что-то было не так, он бежал к нашим друзьям и на меня жаловался. Эх ты говноед хитрый, да, Пеппи? Это же классический пример. Два человека в ситуации. Преступник и жертва. Преступник бежит сразу же в полицию писать заявление на жертву. И полиция будет рассматривать жертву как преступника, а преступника как жертву. И потом уже, в зависимости от полиции, будет выяснять, кто виноват. Это типа как? Я этих ментов позорных ненавижу. Но если мне выгодно, то я к ним побегу и напишу заявление. Вот. Менталитет уличного гопника. Да, я еще что хотела действительно всем сказать. Как я говорила, ред-флаги я видела с самого начала. И предпочла на них не обращать внимания. И это было огромной ошибкой. И мне хотелось бы людям в такой ситуации сказать о том, что, пожалуйста, говорите об этом. Хоть кому-то. То есть вы можете находиться в том обществе, где вы не чувствуете, что там государство, закон, органы правопорядка на вашей стороне. Такое действительно... Это отвратительно, это ужасно, но такое существует. Я знаю, до сих пор в России женщины приходят подавать заявление, им говорят, пока нету серьезных телесных повреждений, мы даже у вас заявление не примем. И так далее. Но я уверена, что практически у любой женщины есть друг, родственник, кто угодно, хотя бы один человек, которому вы можете доверять, и который вы с каким-то процентом уверенности можете сказать, что он вас не осудит, и он вас выслушает. И я советую говорить об этом как можно раньше. Ты советуешь говорить о ред-флагах? Да. Например? Представим ситуацию. Вот ты начинаешь встречаться с парнем, да. И ты видишь ред-флаг. Да. Что нужно сделать? Первый раз он схватил за руку, не дал уйти. Да. Или он начал очень сильно давить на вас психологически. Или, я не знаю, или он напился и вас ударил. Или еще что-то такое случилось. Это схватил за руку, думаю, в России ты сейчас никого не удивишь, даже люди за red flag это не совсем будут считать, если, например, говорить. Я могу, вспоминая свой собственный круг общения на тот момент, это было нормально, это считалось в порядке вещей. За руку держать. Схватить я же тебе говорю, так это типа и чего там, так это и что? Но даже в том круге общения, если бы я подошла к каким-то людям, да. Определенным, да. которым я доверяла, и рассказала это, серьезно, они бы прислушались. Если бы я рассказала это в один раз, второй раз, третий раз, они бы еще серьезнее к этому прислушались. По сути, я перефразирую Наташин совет, если вы, как девушка или как парень, оказались в ситуации, когда вы чувствуете, что в вашу сторону проявляется насилие, пока еще не дошедшее до сексуального, да, это как заявление в полицию.
первым надо складывать улики куда-то в одно место. То есть, понятное дело, второй вопрос возникнет, когда будет в комнате третье лицо, которое заинтересовано, не заинтересовано, и два жертвы пострадавшие, начнутся выяснения, и пострадавший будет говорить: да, ты видел, как собственно, и делает любой преступник и жертва. Преступник всегда будет говорить: да, ты видел, она сама виновата. Она же в короткой юбке вышла. А у меня, я вижу, короткая юбка, у меня все. Я ничего не думаю уже. Вот. Или там что угодно. Да? Или она не держит язык за зубами. Вот. Но, как правило, тот, кто первый написал заявление, того и предварительно оценивают как жертву. Правильно? Да. Вот. Соответственно, если у вас есть с кем поделиться, поделитесь. Потому что, в конце концов, если будет четвертое лицо, как какой-то человек, да, или третье, еще один человек в это вовлечен будет, тому, кого вы все поделитесь, скажет: она мне уже год рассказывает, как он ее абьюзит постоянно. Да, именно так. Полгода рассказывает не постоянно. Я все могу понять, но я ей доверяю, она постоянно мне говорит об этом. То есть преступнику будет уже сложнее, потому что больше людей вовлечено. И он уже будет, возможно, подумать 10 раз, прежде чем перейти к чему-то действительно violent, жестокому. Вот. Да, причем есть случаи насилия, которые происходят прям вот на вас напали и изнасиловали. Про это мы не будем говорить, потому что это отдельно, совершенно отдельно. А здесь градус увеличивается постепенно. И еще смысл в том, что человек чувствует безнаказанность. Он сделал что-то, и он чувствует, что это сошло ему с рук. Там, допустим, в нашем случае я сопротивлялась, но он всегда был упрямее меня. Он знал, что он дождется того момента, когда у меня не будет уже сил ему сопротивляться, и я сделаю то, что ему нужно. Чем больше это происходило, плюс он видел, что я никогда никому не жалуюсь, я никому не рассказываю, при этом он там жаловался на меня, друзья были на его стороне. Абсолютно верно. И чем больше человек понимает, что он это сделал, то сделал, все сделал, последствий не наступило, тем больше он чувствует безнаказанность, тем больше увеличивается градус. И да, сексуальное насилие, наверное, вот само случилось, может быть, через год. Подожди, вопрос. А вы с кем до этого занимались сексом? Да. Активно? Как активно? Занимались. Не один раз? Не один раз. Угу. То есть в какой-то момент ты просто сказала: не будьте никакого секса? Да, я сказала нет, причем... Она сказала нет, а что вопрос сказал ли ты нет, отменяется. Да, причем нет, я говорила не один раз. Это еще лучше, да, Пеппи? Нет, в смысле, не один случай такой был. Не один случай, но один случай я прям помню очень четко до сих пор. Случай сексуального насилия? Да. Не один раз это было? Не один раз. То есть, как я сейчас понимаю, это было не один раз, потому что вот все случаи были, когда я говорила нет, я говорила нет, я говорила нет, потом он меня додавливал, и я говорила: ладно, хер с тобой. Это считай, да. То есть, это не такое прям насилие. Психологическое насилие. Скорее. Явного сексуального насилия был один эпизод, когда... Я не помню, что этому предшествовало. Мне кажется, в тот вечер мы поругались в хлам, мы оба были нетрезвые, и после этого он пытался заняться со мной сексом, он повалил меня на кровать, я говорила, что я не хочу этого делать и вообще не хочу иметь с тобой ничего общего. Он был пьяный, он продолжал меня раздевать. Я тоже была пьяная, но в процессе я протрезвела. И я помню, что я сопротивлялась, я пыталась уворачиваться, я пыталась вырваться, что я только не делала. Я понимала, что держит он меня крепко, и я ничего не смогу сделать. И в последний момент, когда я уже поняла, что все, это неизбежно, я помню, что, опять же, я чувствовала, что уже я абсолютно трезвая, и я ему говорила, что я тебе сказала нет, я этого не хочу. То, что если ты будешь сейчас продолжать, то ты меня насилуешь. И завтра на утро мы проснемся, об этом будем знать мы оба. Я буду знать, что ты меня изнасиловал, и ты будешь знать, что ты меня изнасиловал. После этого он продолжил меня насиловать. И я помню, что... он подумал, что член у него уже тверже не станет, то, что ты скажешь, и решил, значит, нормально. Да.
Ну, после этого, наверное, я ему уже ничего не говорила. Я помню, что у меня наступила просто какая-то диссоциация. То есть мне казалось, что это вообще происходит не со мной, то мое тело отдельно, я как бы лежала, думала о чем-то своем, и мне кажется, что сразу после этого меня просто вырубило. Вот. Уважаемые господа, сказки для крипов. Думаю, это самая лучшая сказка для крипов, которая была. Даже Пепе он похлопает. Лучшая сказка для крипов. Да, именно так. По фактам разъебала. Ну что ж, Наташа, мы узнали, кто и где, когда тебя насиловал. Скажи мне, что было дальше и как ты из этого вышла? А Потому дальше что мы встречались еще 1,5 года. Ну, мы обязаны. Пепе очень хочет спросить, почему ты после этого продолжила с ним встречаться, но давай. Думаю, сама сейчас расскажешь. Задавать не нужно эти вопросы. Почему я продолжила с ним встречаться? А потому что я думала, что я просто не смогу закончить с ним встречаться. Чем дальше вот в это все увязаешь, это как трясина. То есть вот после этого случая, наверное, во мне что-то сломалось. Ну, нельзя забывать, что она была подростком. Да. Подростком, который не разговаривал со своими родителями. Ни с кем. Да, вопрос. А что родители, Наташа? Скажи мне, что родители? А родители точно так же, как и друзья, думали, что он очень нежно и трогательно меня любит, и что это прекраснейший человек. Да. А сказать им, типа, что он меня изнасиловал, ты не смогла? Нет, я не... Ну, во-первых, если бы я кому-то и сказала, наверное, скорее друзьям, чем родителям. Ну да, по порядку. Почему ты не сказал... Так, первый вопрос. Родители. Да. Второй, друзья. Третий, почему так долго? И четвертый, как вышло? Давай, родители. Родители в тот момент, это был еще период моего такого подросткового бунта, и с родителями я не то чтобы была вообще, в принципе, откровенна о своей жизни. Но тут тебя как изнасиловали. Да, и мне было очень стыдно об этом, в принципе, говорить. Ты думаешь, что мать скажет, ты что, сексом занимаешься? Ах ты, шлюха! Ты как уж тебе или что? Нет, мне просто в голову не приходилось с ними об этом поговорить. Это... Ну, я тебе еще раз Я как человек, которого булили в школе каждый день в течение 2 лет, и что только с ними делали, тоже с родителями не особо разговаривал, потому что видел, что... Не, я с ними разговаривал, просто толку от того, что они разговаривали, приходили в школу, что-то делали, мне было только хуже от этого. Вот. Так что я поэтому, например, не говорил. А ты почему? Я, наверное, да, не думала, что они смогут вообще как-то меня понять и чем-то мне помочь. В тот момент я все еще продолжала жить с родителями, но, наверное, мы вот жили в тот момент как соседи вместе, потому что я уезжала с утра в институт, потом у меня была работа, в дни, когда у меня не было работы, у меня были тусовки, я там уезжала чуть позже, чем родители, потому что не всегда ехала к первой паре и часто спала там дольше, чем они. С утра я с ними обычно не встречалась. И вечером я обычно приезжала позже, там уже когда они ложились спать, и тоже... Там на выходные мои родители обычно уезжали на дачу, а я тусила с друзьями на выходных. И поэтому вообще, в принципе, я мало разговаривала с родителями в тот период. Мне казалось... Плюс я хотела быть независимой. Ну как-то побежать, типа жаловаться маме. Вот, у меня было такое впечатление. Почему я не говорила друзьям? Да. Почему я не говорила друзьям? Наверное, потому что в тот момент, когда у меня, в принципе, появилась мысль, что уже все достаточно хреново, что надо бы кому-то сказать, друзья уже были на его стороне. Потому что он уже достаточно к тому времени жаловался им. Поэтому, да, мне хотелось бы всем сказать, рассказывать как можно раньше. Совет. Есть как красная линия. Есть такая вещь. Я срусь со своим парнем или девушкой. Я срусь. Мы с ним ругаемся. Он меня бесит. Заебал. И реакция друзей должна быть какая? Расстайся с ним или не еби мне мозги. Мне в целом похуй. Твои проблемы. Типа, можешь с ним в любой момент расстаться. А второе... Слушай, я тут хотел сказать тебе. Алеша меня изнасиловал. И тут уже друг говорит. Ну, слушай. Ну, я тебя тоже изнасиловал, мозги мне ебало. То вопрос целесообразности общения с этим человеком возникает. А друг ли он тебе в принципе? Если он тебе такие вещи говорит. Или ничего не делает, либо не помогает тебе как минимум морально и перестает общаться с этим человеком.
встает на твою сторону. Конечно, он может сказать, а какие доказательства? Ты видео снимала, скинешь мне на личку ВКонтакте? Или там на Google Drive зальешь? Вот. То есть вопрос, опять же, типа, насколько хорошие отношения у вас с ним, доверие или недоверие. Вот. Так что совет как другу. Если вы видите, что вам девушка говорит, что ее изнасиловали, это не прикол. Это не повод, типа, оценивать их отношения, да? Эти отношения должны закончиться. Unless она выебывается. Он меня изнасиловал. Потому что мы с ним играли в ролевые игры. Тогда хуй с ним. А если она просит, если она говорит, или он говорит о помощи, просит о помощи, или типа, рассказывает ситуацию с точки зрения, что ему нужно выбраться, то если вы хороший человек, вы обязаны помочь, я считаю. Ну да, но видишь... Либо обязаны помочь не обязательно, в смысле пойти навалять ему, ебальник дать или еще что-нибудь сделать, а именно помочь выбраться, найти выход из ситуации. Да. Вот. Быть на стороне человека, которого насилуют. Потому что это вот сама виновата, это хуйня ебаная. Никто сам не виноват, когда его насилуют. Виноват только тот человек, который насилует. Он просто мог не насиловать. Пепе вам покажет. Смотрите, вот, я мужчина, он мужчина. Он хочет насиловать. Да? Что делает? Вместо того, чтобы пойти и насиловать, Пепе идет себе в комнату, включает порнуху и дрочит. Дрочит, пока мысль об изнасиловании у него не исчезает. Он неистово, долго дрочит, но пока она не вышла. Потом он с чистой головой идет и думает, что ему делать дальше. Он такой, блядь, хочу изнасиловать. Он такой, ладно, блядь. Пошел и еще раз начинает дрочить. Пока изнасилование из него не исторглось. Вот. Совет мужчинам, которые смотрят. Не надо насиловать женщин. Не нужно. Нужно дрочить. Насилия нет, дрочки да. Мастурбация – наше все. Вот. Трезвая голова и мастурбация. Окей, все правильно. Но видишь, моя собственная история в том, что я даже не начинала говорить. То есть... Слишком гордая, да. Страшно, да. Бунтарский И дух. стыдно. И стыдно. Вот. Пепе, я Пепе, скажите мне, почему тебе было так стыдно? Ну, во-первых, потому что, в принципе, говорить о сексе и тем более о сексуальном насилии – это стыдно. Это раз. Тебе тогда было. Стыдно. Сейчас тебе не стыдно говорить, видите? Да нет, на самом деле стыдно. Но сейчас я уже достаточно проработала это, чтобы я могла это делать. Вот. А во-вторых, потому что есть самостигма, которая заключается в том, что ты так или иначе начинаешь думать, что сама виновата, что недостаточно давала отпор, недостаточно говорила «нет», Ну, все же знают, что сказать нужно «нет» 42 раза. Если сказал меньше 42, мужчина может спокойно ебать. Нет, в смысле, что до этого недостаточно говорила «нет», что я должна была с ним расстаться, я не смогла с ним расстаться, значит, я не смогла его уговорить на это. А с самого начала, потому что я знала, что не надо с ним встречаться, я не хотела с ним встречаться с самого начала, но все равно начала. Ну, как правило, 5 секунд. Если ты уронил что-то, 5 секунд не прошло, не успел, 42 раза не сказал «нет», значит, все. Ну да. Можно ебать. И я, собственно, еще думала о том, что вот человек в меня так был влюблен, и я дала ему надежду. И мне было безумно стыдно за это все время, пока мы с ним встречались. То есть... И причем больше всего мне было стыдно, потому что я знала, что этого не нужно делать. Более того, когда я захотела с ним встречаться, я пришла и рассказала об этом подруге, которая была нашей общей подругой и знала о том, что он в меня влюблен, знала о том, что я не хочу с ним встречаться и так далее. Рассказала ей об этом, и она мне сказала: Наташа, ты не хочешь с ним встречаться. У тебя какое-то помешательство. Ты должна подождать неделю, прежде чем начать с ним встречаться. Подрочить надо. Точнее, вот. Может быть, пока не мысль о том, что надо встречаться с тем парнем, не пройдет. Вот. Для девочек совет. Если вы хотите встречаться с парнем, у которого видите ред-флаги, попробуйте. Пока не пройдет мысль. Потом опять хочу с ним встречаться. Нет, ладно, пойду еще раз. Вот, и пока не пройдет.
Ну, примерно то же самое Мастурбация? посоветовала мне подруга. Вот, подруга В шарит. течение недели. Шарит подруга, шарила. Да. И на самом деле я ее послушала. То есть я действительно ждала неделю. Только всю эту неделю я не дрочила. А вот надо было подрочить. Да. Всю эту неделю я думала, что я докажу своей подруге, что я правда хочу с ним встречаться. И возымело это, ну, опять же, мой блядский характер, который меня саму иногда очень сильно бесит. Такие вещи меня мотивируют на обратное. То есть доказать, что нет, человек не прав. И когда через месяц я осознала, насколько права была моя подруга, которая мне прямым текстом говорила: Наташа, не надо этого делать. Мне было еще больше стыдно. То есть у меня был рядом человек, который мне говорил это. Я не послушала. Вот эта вот тема стыдно, потому что мне говорили, опять же, возвращаясь к тому, что насколько бы сложными и ебаными отношениями не были, красная линия, сексуальное насилие, не должна быть перейдена. То есть все. Вот неважно, все, что было до этого, как только черта пройдена, конец, все. У любого человека типа, да они срутся, они постоянно ругаются. Ответ ваш должен быть: и чё, блядь, он ее изнасиловал. Конец, мы должны ей помочь. Все. Понятно, что мы предполагаем, как бы Наташины друзья поступили, если бы Наташа действительно просто с ними поговорила, но... Нет, я уверена, что среди моих друзей были люди, которые бы мне помогли, если бы я с ними Понятно, поговорила. нет, да, ну типа просто сам факт, вдруг вы в ситуации там можете задуматься, но они же там, может быть, не изнасиловали, может... Она сказала, что изнасиловали. И если после того, как она это сказала, они не расстались, значит, она не может выйти из этих отношений. Значит, вам нужно как минимум поговорить с ними. Да. Мы не будем сейчас даваться в эти сценарии о том, что если я поговорю с ее насильником, то он на следующий день ее убьет. И я не буду этого делать, потому что не хочу брать грех на душу. Мол, я эскалировал, так бы он ее просто ебал, а так он ее убьет. Про это мы говорить не будем, потому что это уже зашквар какой-то. Это уже типа пути Господни неисповедимы. Как оно все пойдет? Не, ну в такое, если действительно есть такой страх, то, человека можно увести. Человека можно изолировать. То бишь изолировать. Ну вот, женщину можно увести. Куда увезти? Ну, ребенка? Куда ты ребенка увезешь? Нет, в смысле, ее Киднеппинг? можно увезти. Нет, она, в смысле, друзья могут помочь ей уехать куда-то. Куда? Изолировать От детей? из этого. От родителей? Ребенка 14, 15, 16 лет. Куда бы ты уехала, дружище? Ну, я могла уехать там к бабушке с дедушкой на время пожить или еще куда-то. Я могла бы уехать. Зачем? Как это поможет ситуации? Если действительно есть вероятность, что он пойдет ее и убьет. Полицию надо... нет, полицию не. Когда убьет, тогда и приходите. Да. Ну, короче, это дело... Это типа edge case. Пограничный случай, мы Да. даже про него говорить не будем, потому что, это уж совсем. Но... В таком мире мы пока еще вроде как не живем. Или живем? Да, я не уверена. Что, Может, не и живем? Не, что часто случается такая вещь. Не, это не часто Ну и случается, все. Ну, да. хорошо. И да, наверное, вот ты сказал про полицию. У меня были мысли позвонить в полицию несколько Думаю, раз. ты бы ничего не доказала, мне кажется. Во-первых, да. Во-вторых, я действительно снимала трубку и думала, что сейчас я буду звонить в полицию. Когда там прям совсем мне казалось небезопасно, когда мне казалось, что Родители там, должны переубивать звонить. друг друга можно. Из своего опыта говорю, что только родители могут тебе помочь в этой ситуации. Ну, Если да. ты сам позвонил, тебя послали бы нахуй. Ну, дай мне договорить. Вот. Во-первых, да, у меня была мысль о том, что, возможно, мне не поверят и просто меня пошлют. Вторая моя мысль была, что если мне поверят, то это испоганит ему всю жизнь. Так хорошо же. И у меня все еще была эмпатия к человеку, я не хотела разрушать его жизнь. И поэтому я снимала эту трубку, я говорила ему, что сейчас, если ты не перестанешь, я звоню в полицию. Он не переставал, и я не звонила в полицию. И человек понимал, что это блеф. Пару таких раз, и ему после этого даже было пофигу. Я перестала снимать трубку, потому что я понимала, что я подхожу к трубке, он просто смеется мне в лицо. Он знает, что я этого не сделаю. Тебе его жалко было? Да, мне его было жалко. Ты либо мать Тереза, либо... Не говори. Либо ты не говори. Глупенькая. Да? Я сказал, не говори! Черт.
Не, мне его действительно было жалко. И, больше мне по этому поводу сказать нечего. Удивительно, вот мне не жалко никого было. Я вот сейчас думаю, я захожу на страничку, в «Контакт» захожу и вижу всех людей, которые на моей школе издевались, и думаю, было бы классно увидеть «Умер на Донбассе». Прям вот такое, жалко, что вот прям нету. Вот прям был такой, апдейт, типа, автоматически в госуслугах там приходят, типа, человек умер, там, ветеран, там, еще что-нибудь, там, погиб на фронте, и на плашке ВКонтакте, типа, там, умер, нахуй. И мне уведомление приходит, можно подписаться на нас, когда он погибнет, типа, уведомление, поставить колокольчик. Типа, на телефон немедленно придет уведомление, когда человек помрет на Донбассе. Вот я был с удовольствием, например. И меня там никто не насиловал. Удивительно. Не знаю, может быть, это такая еще гендерная есть различия в этом плане, но на самом деле, вот чем больше я читаю какие-то истории женщин, которых бьют или насилуют, вот именно в близком кругу, в семье и так далее, это очень частая история, когда в моменте там она, допустим, вызывает полицию, да, у нас есть наша знакомая следовательница, работает в Кривом Роге, она нам рассказывает про то, как женщины вызывают полицию там на мужчину, который ее бьет и так далее, а после этого она сама забирает заявление. Ей становится на утро, ей становится его жалко, это все забывается и все. Мне кажется, что это фигня, мое мнение, ни к чему не обязывающее. Мне кажется, девушкам женщинам просто страшно, что полиция ничего не сделает, а он потом ей устроит яд. Просто что этот план не сработает, и ей будет только хуже от этого. Ну, я тебе могу сказать только про себя. В моем случае нет. Мне действительно было жалко, когда я представляла, что ему грозит тюремный срок, если действительно будет доказан факт насилия. Плюс, я не помню, кстати, была ли я совершенно... Я была несовершеннолетняя, однозначно я была несовершеннолетней. Так и он тоже был несовершеннолетний. И он был несовершеннолетний. И тебе все еще жалко его было. Да. То есть себя не жалко было, а его жалко было. Знаешь, это какой-то газлайтинг он над тобой делал. Что-то у тебя либо сбоить начало в голове, либо он тебя это... еще раз повторю, я говорила о том, что мне было стыдно за то, что я дала этому человеку надежду. У меня было четкое ощущение в голове, что первоначально виновата была я. В том, что вообще все это случилось. Для тех, кто смотрит, кто, возможно, не дай бог, оказался в такой ситуации. Нет. Расставаться – это нормально. Мне сначала понравилось, я думала нормально, а потом не понравилось. И все. Если человек с вами не может расстаться, то это не ваша проблема, это его проблема. Он ебанутый. Угу. Все. Тут все очень просто. Как хочешь ебаться, а не дают, иди подрачи, так и я не хочу с ним быть, а он хочет со мной быть, но я при этом говорю ему, что я не хочу, а он меня доебывает, это ненормально. Все. Вы можете расстаться и потом захотеть с ним встречаться. А я передумала. На самом деле он неплохой. И вы к нему говорите: Алеша, а я передумала. А он говорит: Лена, пошла нахуй. И ты такая: ну, блядь. И урок на жизнь выучен. Ты сначала думаешь, а потом делаешь. Или бывают такие ситуации, где нет двух решений. Все гораздо сложнее, потому что жизнь штука сложная. Но ебать кого-то или портить жизнь это из этого идея очень плохая. Ну, тоже вот ты меня спросил, почему я с ним столько провстречалась после того, как он меня изнасиловал. Да, там были родители, друзья, и почему так долго? Почему так долго, и как вышло? Да. Потому что мне кажется, что в ту ночь во мне действительно что-то сломалось, и я перестала верить в то, что эти отношения в принципе можно закончить. Мне казалось, что все, это теперь навсегда, на всю мою жизнь. Мне казалось, что я из этого не выйду. Более того, в какие-то моменты мне казалось, что просто в какой-то наступит момент, когда конфликт эскалируется до такой степени, что он меня убьет. Я действительно в это верила, и я старалась его максимально избегать. Я пыталась заполнить все свое свободное время учебой, работой, тренировками самбо. Вот тоже я пошла на самбо, чтобы получить хоть какой-то навык как-то самозащищаться. Ни хрена. Я поняла, что
Вы можете там уметь там, уворачиваться, какие-то захваты делать, потом еще на бокс какое-то время ходила. Можно научиться бить, но если человек больше и сильнее, и он намерен там, вас завалить, зажать в углу, там, обездвижить, он это сделает. И техника, ну, я не знаю, может быть, какая-то есть техника, которая позволит... Заточку в бок 60 раз. Нет, ну, возможно, там, если там 10 лет занимаешься каким-то боевым искусством, ты что-то сделаешь. А если ты полгода ходишь на самбо, нет. Ну, заточка в бок эффективней. Или из Last of Us это... заебись. Да. Вот, и, наверное, я просто потеряла в какой-то момент надежду. Я помню, что он ужасно бесился из-за того, что у меня нет свободного времени на него. Это тоже было огромной статьей наших конфликтов продолжающихся. Ну, неудивительно, вот ты его сучка теперь. Но после всего этого ты его сучка. Да. Ты его собственность. Ну да, как бы... Ты не человек. Ты инструмент его, удовлетворения его всего, чего он захочет. Да. Мы с ним расставались на какие-то периоды, но потом все равно каким-то образом мы начинали встречаться, потому что в очередной раз он меня где-то зажимал, и... Ну, то есть, у тебя срабатывал нет, ПТСР. Не существовало. Ну, вот. И, наверное... Нет, ответ. Да, именно так. Вот. И на самом деле помог из этого всего мне выйти Юра. Да, мы подходим к той части, как все закончилось. Да, то есть мы начали тогда тусоваться с Юрой в одной тусовке. Мы из одного института, из одной группы. Да. Мне понравился Юра, и это был очередной период, когда мы с ним расстались, с моим бывшим. Расстались, да. Он все еще там ко мне приходил, он все еще там пытался со мной опять сойтись и так далее. Я помню, что вот за как раз там несколько дней до того, как мы первый раз ходили с Юрой на свидание, были выходные, у меня опять уехали родители, он опять приехал ко мне под дверь, он просидел под дверью, вот тогда я уверена, что он просидел все выходные под моей дверью, и я не открыла ему эту дверь. И потом просто приехали мои родители, и ему пришлось он видел их? Уехать. Ну, я не знаю, что там конкретно происходило. Ну, сам факт того, что ты набралась храбрости к этому моменту, или чего-то набралась, наглости, или не знаю чего, начать, типа, задумываться об отношениях с другим человеком. Да. Расскажи мне, типа, почему ты решила вообще, в принципе, пойти со мной на первое свидание? Учитывая все это, учитывая, там, что меня убьют, меня насилуют, меня то все. Почему? Ну смотри, это было начало 3-го курса, познакомились мы с тобой еще на 2-м. То есть мы к тому времени с тобой были знакомы, наверное, полгода где-то. Угу. И я помню, что еще на 2-м курсе как-то так заходила речь, то есть наш общий одногруппник как-то у меня спросил, нравится ли мне Юра. И я в тот момент... Если честно, даже я не помню, была ли я с ним типа в отношениях официально в тот момент, но даже если я не была, у меня было ощущение, что я вообще не хочу, никогда в своей жизни никаких нахрен отношений. Если у меня получится вырваться отсюда, я не хочу не иметь ничего общего с мужчинами. Вот. И да. Пепе, скажите что-нибудь по этому поводу. Матка помолчит. Я тогда постриглась коротко. Потому что мне иногда вырывали волосы. Ну, причем не только он, а еще на самбо. Да, там была такая девочка, которая была довольно агрессивная и боролась агрессивным методом, периодически она хватала за волосы. А каждый раз говорила, что случайно, извинялась, но продолжала это делать. Я поняла, что я не хочу остаться без волос, я просто постриглась коротко. Ну, и он меня тоже хватал за волосы иногда. Я постриглась коротко, я ходила в институт в рваных кроссовках и в тренировочных штанах, и еще в обнимку с подушкой, потому что я тогда работала в колл-центре ночами. И специально... Нет, я, наверное, красилась, но красилась так... Я красилась ты довольно ебано. Да. Очень плохо. В общем, я хотела выглядеть... Как десятиклассница, которая спиздила у мамы набор косметики. Я хотела выглядеть максимально не сексуально, не привлекательно, и чтобы, не дай бог, ни один человек на меня не посмотрел. Не получилось. Вот. Но, да.
И я помню, что, да, вот как-то наш общий одногруппник спросил у меня, ну, типа, что я думаю по поводу Юры, не хотела бы я с ним встречаться. И я ответила на это: нет, конечно. После этого разговор был закончен. То есть человек... Я очень расстроился, потому что, типа, а что такое? Что происходит? Ну да, но дело было не в Юре, дело было во мне. Вот, но я, наверное, в какой-то момент потому что я задумываться. попросил его спросить, начнем с того. Угу. Но это в голову мне не пришло почему-то. Наверное, просто мое ПТСД затмевало мое сознание. Вот, но я постепенно, ну, потом я поняла, почему он спросил. Потом мы начали все больше с тобой общаться, тусоваться в одной компании. И я помню, что вот как-то еще на 2 курсе ты позвал меня на свидание. Я позвал Наташу на свидание. Ну, типа, пойдем сходим в кино. Ну, Наташа была легендой 2 курса всего нашего потока, потому что она была таким человеком, что она выпивает 1 бутылку пива, и она уже пьяная. А после этого она могла выпить 10 бутылок пива и 2 бутылки водки, она будет одинаково пьяная. Вот. Относительно... И вроде как и дешевый способ ее напоить, и что-то там шуры-муры покрутить, типа поцеловаться там, или что-нибудь там, весело провести время. Консеншуал. По согласию, блядь. Вот. Но в то же время довольно дорого, потому что она пить-то она не переставала. Вот. Луженая глотка. Ну вот. Но мне никогда никто не покупал алкоголь, если уж на то пошло. Ну, потому что, да, ей предлагали, она не отказывалась. Как автомат Калашникова безотказная была по поводу алкоголя. Ну и вот, и, короче, я очень сильно напился тогда, понял, что я уже не могу, все, я уже никакой, и решил: Наташа, надо это сейчас и предлагать. Все, типа, намеренность моя тверже не станет. Вот. Он понял шутку. Вот. И я ей сказал: давай пойдем в кино. Она говорит: давай. Я ушел спать, потому что я уже в усмерть нажрался. А они с друзьями, нашими корешами с института, поехали дальше бухать. Как я слышал, Наташа выпила после этого бутылку шампанского наебала. Вот. Вот. И как-то получилось, что в день, когда мы с Наташей должны были пойти, в это время примерно, приехала моя бывшая из Питера. Это означало одно. У меня есть друг уехал, пустая хата. И приехала девушка, с которой я уже занимался сексом. Ну, значит, у меня есть Наташа, где, ну, непонятно как, и гарантированно 99,9% секса. Но я сказал Наташе, что: Наташа, извини, я работаю сегодня. Я не смогу. И это стало отправной точкой, почему Наташе стал нравиться. Мужчина, студент, работает. Он работает. Вместо того, чтобы пойти со мной в кино, он работал. Какой ответственный молодой человек. И это Наташа запомнилась себе вот такой вот ответственным молодым человеком. А я был максимальным распиздяем, просто ебаться поехал. 3 дня ебался. Вот, или 2. Неплохо время. Ну как, средненько время провел так. Нормально, не буду въебываться. Вот, окей. И это стало вот ключевое. Мужчина, студент, работает. И Наташа, я стал больше привлекательным из-за этого. Ну да, ну и плюс как бы с тобой я помню, что я чувствовала себя безопасно, то есть как бы ты был таким очень милым, компанейским и не очень походил на патриархальных мужиков, которые очень часто меня в тот момент окружали. И это, наверное... Ты сказал, что я выгляжу как петух тогда. Ну, как клоун, скорее. Клоун-петух. Да, то есть Юра любил очень ярко одеваться и был таким суперкомпанейским, привлекал на себя очень много внимания. И мне, если честно, тогда еще нравились такие нуарные персонажи. Нуарные? Да, такие, знаешь, грустные, которые пережили там что-то и так далее. Я не знала, что Юра пережил ограбление и буллинг. А выглядел он таким, типа, всем светлым, наивным, таким человеком, которого вообще не потрепала жизнь. И да, и мне казалось, что он, типа, такой не совсем глупенький немножко. Ну, сука. С самого начала, когда мы только начали встречаться. Потом, наверное, с тех пор вот отправной точкой стало это. Я начала тоже думать, типа, тобой интересоваться так или иначе. Потом я помню, что мы уехали на каникулы, мы не общались, но потом вот мы встретились опять на 3 курсе. Я помню, что мы гуляли вместе. Сказка для крипов. Приезжает девушка ко мне, когда Наташа... Мы с ней даже не могли в кино пойти. Я ей подарил букет цветов. Девушка уезжает, цветы не забрала. Что я сделал? Я взял эти цветы,
Пришел на следующий день в институт и подарил их Наташе. Сказал, извини, пожалуйста, что не получилось. То есть один букет послужил цели 2 раза. Кстати, за эти цветы я потом отхватила. От кого? Ну, как от кого? От своего бывшего? Кто мне подарил цветы? А этого я не знал. Вот, ну, да, не суть важно. Ну, блядь, ну ладно. Вот, но, да, я помню, что я начала, во-первых, тебе доверять, Угу. во-вторых, я действительно тобой заинтересовалась, и у меня в первый раз, наверное, за все это время появилась надежда на то, что, возможно, у меня будут хорошие отношения. Угу. И мне хотелось попробовать, и я помню, что... Но при этом мне было страшно, мне было очень страшно, потому что до этого у меня завязывались какие-то отношения в перерывах, когда мы с ним расставались, и заканчивалось все не очень хорошо, потому что один раз, если честно, он мне сказал, что парень, с которым я встречалась там буквально неделю, ну и расстались мы по другой причине, он мне сказал, что если бы мы не расстались, он собирался там из кабинета химии что-то там своровать, подлить ему в пиво и, по сути, убить человека. Я не знаю, было ли это правдой, может быть, это был блеф. Ну, блеф не блеф. Но меня это очень сильно испугало. Но звучит как какой-то пиздец. Вот. И я помню, что мне было очень страшно начинать с Юрой встречаться. Я помню, что я рассказала тебе, но не все. Я рассказала, что у меня есть безумный бывший, который может что-то плохое сделать. И что сделал Юра? Наверное, практически сразу, там, на 2-й день или на 3-й, после того, как мы начали встречаться, ты написал ему первым, что типа мы встречаемся, и что если он хочет там разобраться, ну расскажи. Мой номер телефона ты знаешь. Да. Вот. Ну, в общем, все очень я просто понял, типа, что это ненормально, нездоровая хуйня. Ну, и типа, мне проснулась это какая-то древняя маскулинность. Вот. Как так? Моя самка не в безопасности. Вот. Ну, звучит, конечно, ебано, но примерно на тот момент примерно такое было. И я решил вопрос решить по-мужски. Ну, то есть, я ему написал, я с ним встретился. Ну, мне хотелось просто его отпиздить. Ну, я считал, что это, в принципе, нормальная вещь. Ну, то есть, я не знал, насколько он... Мне нужно было оценить, сколько потребуется усилий, чтобы его отпиздить. Я с ним встретился, мы с ним поговорили. Ты с ним встретился даже? Он выглядел аккуратным, хитрым. Ну, то есть, это явно не лев был. Это скорее как шакал. Вот. Шакал какая-то мантикора, только не из льва, а из шакала. Вот. То есть, там змеиное жало было, скорпиона, но тело не льва, а шакала. Вот. Или там грифон был, неважно, короче. Похуй. Вот. И что? И я понял, что, ну, в принципе, технически, ну, 1 на 1 можно попробовать. Кто выйдет победителем, не важно, но как минимум просто подраться с ним типа нормально будет, как я понимал тогда. Вот. Но в конце концов всегда можно было привлечь пацанов и его просто отпиздить кучей. Вот. Я не стеснялся. Я прожил буллинг, и мне типа любые вопросы, которые можно типа просто человека отпиздить, оно нормально срабатывало тогда. Вот. Хорошо, что этого не сделал, потому что если Наташа мне многие вещи не рассказывала, если она не рассказала, что конкретно, как сейчас, я думаю, что я бы его просто бы не спрашивал Наташу, просто отпиздил. И, возможно, отпиздил бы его гораздо серьезнее, чем мог бы, если случилась потасовка. И это ничем хорошим для меня бы не закончилось. Потому что с точки зрения закона я взял чувака, отпиздил. И что? Типа почему? Правильно? Угу. Вот. Наверное, хорошо, что Наташа это не сказала. Потому что я думаю, что во мне чувство какой-то справедливости закончится тем, что чуваку бы влетело нихуево. И я бы типа позвал бы людей, которые тоже из чувства справедливости просто его бы отпиздили. Вот. Потому что я не общался с насильниками. Угу. Я думал. Так. Ну, может, конечно, и общался, но, типа, ну, понимаете, короче. Вот. И он просто понял, что я гопник, банально быдло. А с быдла нужно, ну, типа, быдло, с которым, типа, ты чё, пес ебать? Такое быдло. И что он сделал? Ну, сделал то же самое, что и делал всегда. Он рассказал всем Наташиным друзьям, что я быдлота ебаная. Вот. Хотя я с ним так не разговаривал, я ему сказал, типа, ну, типа... У тебя есть несколько опций из разряда. Там,
Возможно, в телефоне даже переписка была, если это ВКонтакте было. Неважно. Короче, факт тот, что старался относительно цивильно, как это бизнес порешать, скажем так. То есть это не было: слышь, ты чё, пес, ебать, еще раз ты ее тронешь, я тебя нахуй порву. Вот такого не было. Было скорее: мы встречаемся, и ваши отношения с Натальей теперь закончились. Договор оферты не предполагает вашего в этом участия. Вот. У вас нет права оспорить это в суде. Решение безапелляционное, и в силу того, что Наташа с вами встречаться не хочет, а она теперь моя девушка. Вот. Он рассказал всем, что я быдлота. Через какое-то время там Наташина подруга празднует день рождения, приглашает Наташу и говорит, что Юру приглашать не надо, пожалуйста. Наташа такая: почему? Ты же его не знаешь. Да, у нас было принято, что если ты с кем встречаешься, то человек приглашен. Да, и сказали, что +1, не приходи +1. Сказали, что ее бывший парень сказал, что я невероятное быдло. Вот, Наташа такая: чё ебать? Ты чё, бля? Нет, Наташа сказала, что это неправда, парень абсолютно нормально у меня, типа, ничего не знаю, типа, приглашай, иначе я не пойду. Нет, ну я так не говорила, ладно. Ах ты ж сука. Нет, А могла бы и сказать, знаешь ли. Могла бы сказать. Вот, но не сказала. Ну, короче, в итоге Я просто уговорила ее, что действительно, что... Да. Наташа, по-моему, с ними встретилась и поговорила с ними лично по этому поводу. Вот, с подругой и ее парнем. Они бывшие одноклассники все. И, значит, я пришел, ну, все посмотрели на меня. Пришел парень в пиджаке вельветовом, в рубашке с цветочками, в джинсах. Ну, явно, это либо гей, либо мертвый задрот, в их мировоззрении. Либо задрот, либо... в смысле, ты в таком виде пришел? Я пришел, а ты думал, он пришел? Да, я не помню. Ты что? У него яиц не хватило в таком прийти. Вот. Это я только мог себе позволить так одеваться. В вельветном пиджаке и в рубашке цветочек, потому что я уверен в своей маскулинности. Вот. Ну и, короче, люди посмотрели, но не быдло так не выглядит, как я. Вот. И мы с ним тусим. Ну, приходит этот чувак. Его как раз-таки тоже позвали, но Наташа и я не хотели, чтобы он приходил. Но из-за того, что он друг именинницы, она его все равно пригласила. И у нас с ним состоялся разговор. Я не помню, что конкретно было. Я помню, что того, чего он хотел, не получилось. И я свои позиции сдавать не собирался. Я, по-моему, ему сказал: нет, типа, он что-то говорит, я говорю: нет, ну мы, конечно, все еще можем выйти подраться. То есть, если тебя устроит это. Ну, примерно так оно и было. То есть, он что-то говорит, я говорю: ну, типа, много говоришь, можно еще все еще есть опция пойти подраться и все это выяснить. Типа, я не против. Я, конечно, чуть выпил, но окей. Типа, я нормальный. Вот. Он, видимо, такого не ожидал. Потому что он не привык работать с людьми, которые... он привык работать с тобой, что тебя можно окучивать сколько угодно. Ты безотказно, как автомат Калашникова, сказать нет не можешь, а я, типа, все прекрасно говорю. Вот. И вот, типа, он опять включил, типа, что я быдло. Я говорю: нет, я не быдло. Просто у меня есть друзья, которые могут тебе въебать. Я не быдло. Могу с друзьями. Можешь своих друзей позвать, я не против. Можем все вместе подраться. Все очень просто было. Вот. Тогда. Ну и как-то все там постепенно, как я понимаю, план его по удержанию собственности провалился, и он перешел, как я понимаю, к каким-то психологическим методам борьбы. Уже моя история начинается. Наташа спустя примерно полгода пошла с ним на встречу дружескую. Я такой. Она уже к этому моменту мне много чего рассказала про него. У меня что-то 2 + 2 не сходится. А нахуя ты с ним сейчас пойдешь встречаться, поговорить? Она с ним переписывалась тоже. Я говорю: а зачем ты это делаешь? Ну, вот как раз, в смысле, я в тот момент начала. Вопрос. Зачем? Да? Спустя 14 лет я периодически задаю этот вопрос Наташе. Все, в течение этих 14 лет, которые мы с ним вместе. Зачем? И честно скажу вам, ответа на него до сих пор так и не получил. Буквально полгода назад спрашивал: зачем? Может быть, там лет через 20 Наташа поймет, типа, о, вот зачем. Поэтому Пепе: Наташа, скажи, пожалуйста, зачем ты с ним пошла встречаться спустя полгода? Мне хотелось прояснить... Поговорить. Да, мне хотелось прояснить, во-первых, что вообще это было вот эти в течение 2 лет. Во-вторых, мне хотелось прояснить то, что... все-таки мы окончательно расстались, и этот человек больше не вмешивается в мою жизнь.
Потому что он продолжал мне периодически писать. Заблокировать его нахуй. Я ему не... Ну, да, вот. Почему-то я его не Удалить телефон, заблокировала. заблокировать ВКонтакте. И Не это отвечать. так или иначе действовало мне на нервы. И там какое-то время я не отвечала. Вот, потом я все-таки поняла, что мне это достало. Я ему ответила, и я хотела с ним пойти и поговорить. И в тот момент я уже, наверное, мне не было страшно. Я чувствовала, что... Ну, почему-то, да. Возможно, мне должно было быть страшно. Вот. Но, да, я хотела с ним встретиться в людном месте и выяснить. Второй вопрос. Да. А зачем ты пошла с ним второй и третий раз встречаться? Подожди, а когда я пошла с ним второй, третий раз встречаться? Забыла нахуй. Да. А было? Было? Да. А вот этого я не помню. Не ходите встречаться с своими насильниками. Ни в первый, ни второй, ни третий раз. Просто нахуй их вычеркните из книги. Из книги жизни своей. А если вы их боитесь, поговорите с тем, кому вы доверяете, что в этой ситуации вообще. Продумать. Есть такой когнитивно-поведенческой психологии прием. Пережить самый ужасный, подумать о нем, пережить самый ужасный случай, самый ужасный исход из того, что может произойти. И понять, что, скорее всего, это очень маловероятно. И с вами это не произойдет. И вам уже становится легче тогда. Это первое. А второй совет. Всем жертвам сексуального насилия или всем жертвам с ПТСР настоятельно советую посетить психотерапевта. Не его, а нормального сертифицированного психотерапевта. Если у вас нет денег, это проблема. Ну, на самом деле, есть даже бесплатные горячие линии. Во-первых, есть бесплатные горячие линии. Во-вторых, есть возможность накопить. И это того стоит. Психотерапия, она одно из самых лучших вложений средств в моей жизни лично. Думаю, и ее тоже. Вот. Да, есть такой момент, что как выбрать правильно психотерапевта. Да, это действительно проблема. Может быть. Да? Но есть куча видео, как это сделать. И вас никто не заставляет с первым психотерапевтом пройти, если он не понравился, все. Есть red flag. Приходите к психотерапевту, он говорит: «Только ты сама виновата, дура. Думаю, это плохой психотерапевт. Это нехороший психотерапевт». Или вы чувствуете, что вам хуже после сессии с ним. Или он говорит: «Слушай, ну раздевайся, давай проверим, о чем разговор весь. А то я пока сам не посмотрел, вот эти же вагинологи, гинекологи, они же смотрят, так и надо мне смотреть». Думаю, это плохой психотерапевт. Вот. Так что, да, вот совет. Это точно. Причем, опять же, если вам кажется, что после того, как Юра вытащил меня из этих отношений, жили они долго и счастливо, все было прекрасно. Нет, это было не так. С тех пор, как мы начали встречаться с Юрой, до того времени, как я пошла к психотерапевту, прошло 10 лет. И я помню, что мы начали встречаться с Юрой, и вот где-то уже через несколько месяцев было понятно, что у меня очень серьезная травма. Мое недоверие к мужчинам, если первые несколько месяцев я еще была влюблена, у меня как-то фигачили гормоны, и это не проявлялось, то с какого-то момента я начинала просто транслировать свою травму на Юру. Так не надо делать. И так далее. Не надо делать. Но... Мне не очень понравилось. Да. Но... Наверное, это неизбежно, человек сам вряд ли может с этим справиться. Потому что генерализация, которая происходит, она происходит сама по себе. Меня ебал мужчина, а он был сильнее меня, у него есть член. Мужчина сильнее меня, у него есть член. Происходит генерализация. Сука. Да, именно так это и работает. Юра это очень обижало. Он мне с самого начала наших отношений говорил, что мне, возможно, стоит посетить психолога. У тебя бедно с башкой, и тебе стоит полечиться. Да. Это да. Если ты Но, во-первых, это не помогало, потому что, когда вам это говорят, это обидно слышать, и и так далее. Во-вторых, никаких денег, естественно, на психотерапевта в тот момент не было. Мы были студентами бедными. Но и плюс я вообще не чувствовала возможным об этом с кем-то говорить. То есть сама мысль о том, чтобы прийти и с каким-то незнакомым человеком начать об этом разговаривать, вызвала у меня какой-то животный ужас. На заметочку. Им похуй вообще, о чем с тобой говорить, психотерапевтам.
Глубоко поебать. Скорее... Есть психотерапевты, которые, допустим, просто не возьмут жертву насилия. Да, ну в смысле, если человек работает жертвой насилия, ему похуй. Он, скорее всего, послушал говна гораздо хуже, чем у вас. Вот, потому что у него какая-нибудь была практика в психодиспансере, и обязательно какая-нибудь там, да, в рамках обучения. И он пришел, поговорил с людьми, у которых реально беды с башкой, пиздецовые. Ты, может, путаешь немножко с психиатром, но нет, у психотерапевта у них тоже есть, у них тоже есть практика, когда они могут поговорить с людьми, которые в психодиспансере находятся. То есть не везде, но люди ходят туда, но психотерапевты именно, не психиатры. Вот. И я, конечно, не хочу ни в коем случае не хочу обесценить трагедию, которая происходит с нашими зрителями или вообще с людьми, да, но по статистике просто они говна повидали и поели из моего опыта, и если это нормальный психотерапевт, ему вообще похуй, что ему рассказываете, он вам поможет, он не будет вас осуждать. Если будет осуждать, это плохой психотерапевт. А хороший психотерапевт вообще ему все, что угодно может рассказать. Абсолютно все. То есть, если вы расскажете, что вы сами ебали и убили женщину, вот в США психотерапевт обязан доложить полицию. Но если мы сейчас говорим просто о усредненном случае, то абсолютно неважно. То есть люди боятся, как я могу рассказать незнакомому человеку. Этот человек не побежит звонить вашей матери и говорить ты кого воспитала, дура. Вот, понимаете? Или отцу звонить. Человек просто вас выслушает, пытается помочь. Здесь, видишь, с одной стороны, да, боязнь осуждения и так далее, а с другой стороны, понимаешь, это очень сложно просто открыть рот и начать об этом говорить. Конечно. То есть я 10 лет думала, что я смогу эту травму как-то, пережить сама, и все, пройдет время лечит, пройдет время, и со мной все будет нормально. Спойлер, нет, не будет. Травма, с которой человек не работает, она не лечится, она только становится хуже. Она как скелет в шкафу. Не хуже, она просто есть и все. Она часть системы. Вот у меня вместо 5 пальцев 1. В какие-то моменты она становилась хуже. В какие-то моменты... Протез не поможет. Допустим, у меня, в принципе, секс вызывал отвращение. Или, допустим, меня погружала в мой собственный триггер, и все. У меня случалась истерика и прочее. И это происходило через года после этого события. Вот. И да, психотерапия здесь заключается в том, что сначала ты вспоминаешь это событие в деталях и его прорабатываешь. И это очень страшно. То есть, когда ты пытаешься это забыть и никогда больше в своей жизни не вспоминать и так далее, просто как страшный сон, сам факт того, что тебе сейчас нужно прийти и это все детально вспомнить и кому-то рассказать, это пугает. А, наверное, без этого никуда. Вот. И я помню просто, как, я не знаю, зареванная выходила с этих сессий, первых, когда мы начали обсуждать эту тему. Кстати, пришла к психотерапевту я не с этой темой, это было, наверное, полгода моей психотерапии уже. Когда я вообще, в принципе, решилась к этому подступиться. И да, я помню, что я выходила с этих сессий просто абсолютно морально опустошенная и так далее, но мне становилось легче. То есть я чувствовала абсолютную опустошенность, но я чувствовала немножко облегчение, что да, я высказалась человеку, человек меня поддержал, проявил какую-то эмпатию и так далее. Вот. А после этого следующий этап психотерапии, который намного более длительный и сложный, это работа с травмой в плане работы с привычками, которые сформировались на основании этой травмы. То есть работа со своими внутренними генерализациями, работа с какими-то паттернами, триггерами, обдумывание, почему я реагирую так или иначе на какие-то слова. Значит ли это, что эти слова действительно обидные, которые мне говорит человек, или это я их воспринимаю через свою собственную травму и так далее. И наверное, полгода минимум у меня ушло на прорабатывание этой травмы. Вот. После этого, наверное, я чувствовала, что так или иначе жить мне стало легче.
Но при этом я думала, вот я сейчас проработаю травму насилия, и у меня сразу все будет хорошо с сексом. Нет, неправда. Так это не работает. Это пришлось с сексом отдельно работать после этого. Вот. Но да. Ну, в общем, господа, вот мы поговорили о сексуальном насилии. И вообще с праздником всех влюбленных. С Днем Святого Валентина. Пеппи передает крепких отношений, дружелюбных партнеров и отсутствие сексуального насилия в вашей жизни. Вот. Мы, мне кажется, поговорили достаточно и как раз закончили на теме секса. Об этом можно поговорить отдельно. О сексуальном sexual healing. Sexual healing. Sexual. Спасибо всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, если вы хотите что-то сказать на эту тему. Да, если вам страшно или вы не хотите писать комментарии, пишите мне в личку. Я с удовольствием пообщаюсь с любым человеком на эту тему. Я понимаю, что публично может быть страшно или неловко писать об этом. Пишите в личку, а не в комментарии. Да. Да, и давайте еще раз пройдемся. Для мужчин. Я хочу ебать и насиловать женщин. Женщину. Да? Потому что она не дает мне. Что ты делаешь? Комнату и... Beat the meat, как говорится. Выбиваешь из себя всю эту дурь. Женщина. Этот парень, он странный. Но вроде, может, и ничего. Надо... Сначала я... Подождите секундочку. Я шликаю, и потом думаю, а все еще хочу я с ним или нет. И потом все еще хочу. Тогда еще разок. И вот если 3 раза пошликала, и все еще хочешь, ну тогда ладно. А парню beat the meat, пока не перехочется ебать женщин, сексуальное насилие. А после того, как ты подрочил, советую найти телефон, не найти телефон, а обратиться к психотерапевту за помощью, потому что это ненормально. Ебать женщин ненормально. Спасибо большое за просмотр. С вами были Юрий Ви и Наташа Ви. Сказки для крипов. Доктор Пеппи. И доктор Пеппи. Пока-пока. Пока.